Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами очень интересным рецептом волшебного пирога с яблоками. Можно сказать, что это даже не пирог, а самое нежное, очень вкусное пирожное. В этом пироге тесто во время выпечки делится на 3 слоя: бисквит, суфле и заварной крем. Уверена, таким новым яблочным пирогом вы точно удивите всех своих родных и близких. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook и обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для яблочной начинки мне понадобится яблоки очищаю от кожицы, удаляю сердцевину и режу средними кусочками. Перекладываю яблоки в сотейник, всыпаю сахар, на небольшом огне тушу яблоки до мягкости, но сначала еще добавлю сюда лимонную цедру и выдавлю немного лимонного сока. Буду тушить яблоки на среднем огне примерно минут 10-15, чтобы они стали мягче и ушла лишняя влага. Лишняя влага из яблок выпарилась, снимаю сотейник с плиты. Не надо, чтобы яблоки начали расползаться. Перекладываю их в тарелку и оставляю немного остыть. Выпекать мой пирог я буду в форме размер 20 на 20 сантиметров. Выстелила ее пергаментной бумагой. Тесто здесь получается очень жидкое, поэтому рекомендую либо использовать неразъемную форму, либо выстелить ее вот таким образом, как я, пергаментной бумагой, без разрезов. Пергаментную бумагу я немного смажу растительным маслом без запаха. Сначала на плите прогрею молоко и масло. Выливаю молоко в сотейник, добавляю сливочное масло. Мне надо, чтобы масса прогрелась примерно до температуры 38-40 градусов, не больше, чтобы масло растопилось. Кипятить ничего не надо. Если вы хотите, вы можете подогреть масло с молоком в микроволновке. Но мне на плите так удобнее. Сотейник я снимаю с плиты. У меня здесь еще кусочек масла не дотопился, но молоко уже прогрелось, и в нем масло растопится. Оставляю постоять. Важно также не перегреть молоко с маслом, чтобы оно не было слишком горячим. Разделю белки и желтки у 4 крупных яиц. Миска, в которую отправляете белки, должна быть обязательно чистая и сухая, так как белки будем взбивать в крепкие устойчивые пики. Тесто будет подниматься за счет взбитых белков. В него не добавляем разрыхлитель. И сейчас я взобью белки, добавляю в них щепотку соли, начинаю взбивать. Когда появилась вот такая легкая пена, постепенно всыпаю сахар. В белки я добавлю примерно 2/3 от всего сахара. Белки хорошо взбились в крепкие пики. К желткам я добавляю оставшийся сахар. Также добавляю 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. И хорошо перемешиваю венчиком. В принципе, здесь миксер уже не нужен. Просеиваю муку. И также сразу волью небольшое количество молока с маслом, чтобы легче было перемешивать. Перемешиваю. Постепенно добавляю молоко с маслом. Масса должна получиться полностью однородной. В небольшом количестве жидкости очень легко вымешать муку. У меня уже получилось вот такое однородное тесто, в которое я постепенно вливаю молоко с маслом и перемешиваю. Посмотрите, сейчас эта масса вот такая, очень жидкая. Как я уже говорила, тесто здесь жидкое. И теперь сюда я постепенно добавляю взбитые белки. Примерно в 3 приема. Добавляю и перемешиваю. Эта масса очень похожа на такое воздушное суфле. Добавляю все оставшиеся белки. Аккуратно вмешиваю, чтобы сохранилась пышность. Вот такое в итоге очень воздушное и нежное тесто должно получиться. И теперь в него я сразу же добавляю уже слегка остывшие яблоки. Они просто теплые, комнатной температуры. Немного еще перемешиваю и все переливаю в форму. С этим тестом не надо ждать, надо сразу отправлять его выпекаться. Немного здесь еще распределю яблоки, чтобы они были расположены равномерно. И теперь очень важный момент. Я отправляю выпекаться пирог в холодную духовку. Включаю ее на температуру 150 градусов, режим вверх и низ, и выпекаю примерно 45-50 минут.
Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Вы увидите, что верх пирога начнет слегка зарумяниваться. Затем я выключаю духовку и оставляю пирог остывать в ней примерно минут на 40 или час. Тогда он не сильно осядет. Пирог уже готов, и я его оставляю остывать в духовке. Посмотрите, как он высоко поднялся. Пирог я достала из духовки. Он у меня стоял, остывал в духовке примерно минут 40. Сейчас я его оставлю еще остывать на столе, а затем отправлю в холодильник. Этот пирог вкусный именно когда он полностью холодный. Посмотрите, какой он получился высокий, такой пышный. Вот этот сверху слой бисквита, великолепный. Мой пирог уже полностью остыл. Он стоял в холодильнике. Я аккуратно извлекаю его из формы. Открываю пергаментную бумагу. Обрезаю бока. Вы только посмотрите, какая красота получилась. Здесь реально видно суфле, крем с яблоками и бисквит. Очень красиво. И, конечно, это безумно вкусно. Обрезаю пирог со всех сторон. Слышно, как в бисквите лопаются пузырьки воздуха. И посмотрите, какие четкие разделенные слои. Я аккуратно перекладываю торт на тарелку. Сейчас переворачиваю, снимаю пергаментную бумагу. Его можно подавать как целым, так и разрезать его на отдельные кусочки. Сверху пирог присыпаю сахарной пудрой. И можно подавать его к столу, к чаю. Уверена, таким новым яблочным пирогом вы точно удивите всех своих родных и близких. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь им с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!